Всем привет, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. У нас начинается следующая новостная неделя по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Начинаем с такой новости, как неделя чешских и словацких игр 2023. Сегодня начинается неделя чешских и словацких игр, ежегодное мероприятие, посвященное играм, созданным судьями, базирующимися в Чехии и Словакии. Наша студия существует уже более 25 лет, став свидетелем значительного роста местной игровой индустрии. Во время нашего скромного начала в наших странах были менее 100 человек профессионально создающих игры. В эти дни более 2000 человек в регионе зарабатывают на жизнь созданием игр и оказывают значительное влияние на мировую игровую сцену. Какой это был кайф. Возможно, мы не самая старая студия, но мы гордимся тем, что является частью этого роста с первых лет. И для нас большая честь сотрудничать с остальными фантастическими и креативными студиями во время этого недельного празднования. Многие из участвующих игр отменяют это событие, предложив крутые скидки в Steam и на любых платформах, где игроки смогут их найти. К сожалению, мы использовали наши предоставляют скидки слот недавнего запуска Западные Балканы DLC, и мы сможем сделать рекламные продажи во время конца с DLC и запуск подмигивание. Тем не менее, мы хотели каким-то образом поддержать неделю игр словацких и чешских в Steam и предложить людям, изучающим обширное предложение игр местного производства, выгодную сделку. Попробовать наши игры или наверстать упущенные, если у них уже есть один из наших флагманских симуляторов грузовиков. Но они искали повод попробовать другое. Мы нашли рабочее решение в Steam. Специальный пакет может сделать именно то, что нужно. Мы понимаем, что большинство наших читателей, вероятно, знакомы с нашими играми вдоль и поперек, но это все равно может быть хорошим способом расширить нашу базу поклонников. Одной из состоявшихся недель чешских и словацких игр, на которые всегда выделяется, это уникальное и красивое оформление, которое ее сопровождает. Анна Вружешкова, одна из наших талантливых 2D художников, продолжает оставаться главой движущей силы создания этих замечательных дизайнеров. Мы говорили с ней, чтобы узнать больше о процессе создания обложек для такого мероприятия. Вот уже 4-й год я добровольно создаю обложки для мероприятия, и я чувствую, что с каждым годом я продолжаю бросать себе все больше и больше вызовов в плане ведения искусства и композиции. Это Энни объясняет, моя работа всегда заключается в разработке всего от начала до конца, что является очень сложной работой и огромной ответственностью. Но видеть, как это делается, видеть, как мероприятие запущено, это такое приятное чувство. Я очень горжусь тем, что мы достигли вместе с моим товарищем по команде в Словакии. Тема, которую я выбрал для мероприятия этого года, единые Чехию и Словакию, связанные очень теплым отношением, я хотел предоставить это в оформлении. Два персонажа, чешская девочка и словацкий мальчик, играют в платформере вместе, чтобы достичь общей цели, одновременно поедая популярные местные закуски. В самом платформере также изображены различные достопримечательности Чехии и Словакии. Я действительно хотел, чтобы обложка оказалась образовательным воздействием. Она немного расскажет вам о культуре обеих стран. На создание дизайна эскиза, набросков, раскрашивания и полировки обложки ушло около 30 часов. В основном виноваты детали и чистые замыслованные линии. Большую часть работы я проделал на своем iPad, который люблю брать с собой в кафе, чтобы немного сменить обстановку. И нет, я действительно не хочу думать о стоимости всех больших порций кофе от Starbucks, который мне пришлось съесть, чтобы это сделать. Мы гордимся работой, которую Анна проводит в свободное время для этого особого мероприятия. Неделя чешских и словацких игр проходит с 13 по 12 ноября и включает в себя ряд скидок на игры местного производства на множество платформ, а также цифровые мероприятия онлайн-трансляции. Мы настолько рекомендуем вам проверить эти самим страницу недели чешских и словацких игр в Steam. Вы можете найти прямо здесь. Ссылочки на эту страничку в описании данного видеоролика. После недавнего запуска дополнения Западный Балкан для Euro Truck Simulator 2 мы были завалены множеством отзывов, поступающих со всех сторон. Нам приятно видеть множество скриншотов и видеороликов на различных платформах социальных сетей, демонстрирующих приключения и лучшее сообщество когда-либо, а также бесценный опыт создателей контента. Мы ценим как позитивное настроение, так и конструктивную критику.
Сегодня мы рады поделиться краткими сведениями об этом отзыве, начиная со скриншотов и видеороликов, который заполнил наш канал в социальных сетях. Рассказы членов нашего сообщества Best of Covers о дорогах Западных Балкан продолжают завораживать нас, и у нас вошло в привычку делиться вашими постами внутри компании. Следите за публикацией этих скриншотов и видео, отмечая нас в наших социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook и TikTok. Ссылочки на эти 4 видеоролика находятся в правом верхнем углу экрана. Страница Steam для Западных Балканов наполнена положительными эмоциями. Благодаря многочисленным восторженным отзывам, которые они получили, сердечно благодарим всех, кто нашел время оставить отзыв или предоставить конструктивный отзыв о Западных Балкан. Вот несколько основных комментов. Если вы хотите оставить свой отзыв, не стесняйтесь сделать это на странице магазина Steam Best of Balkans. Наше последнее дополнение также привлекло внимание некоторых официальных представителей прессы, например, игрового портала Soda, который дал ему отличный обзор. Если вы не уверены, стоит ли добавить Западный Балкан на вашу карту Eurotrack Simulator 2, знакомьтесь с полной статьей. Ссылка на данную статью находится в описании данного видеоролика. Кроме того, мы обратились к некоторым из ваших любимых создателей контента, которые неустанно записывали и транслировали свои приключения в сфере грузоперевозок. В новом дополнении к карте большое спасибо этим создателям за то, что поделились своими идеями и позвонили нам донести их до читателей нашего блога. Год назад я начала играть в Eurotrack Simulator, и с тех пор я ждал этого дополнения, и наконец-то оно здесь. Новое дополнение Best of Balkans потрясающий был. Я был рад побывать за рулем во всех новых странах города, по которым вы множество проехать, действительно хорошо придуманы, и их очень много. В дополнении немного красивых пейзажей и приятных деталей. Мне действительно понравилось исследовать различные достопримечательности. Я останавливаюсь на смотровых площадках, чтобы просто понаблюдать за ними как днем, так и ночью, что, должен признаться, заставило меня немного превысить скорость, чтобы доставить мой груз вовремя. Я люблю путешествовать в реальной жизни, и мне посчастливилось посетить некоторые места, представленные в этом дополнении. Я могу от всего сердца подтвердить, что разработчики проделали выдающуюся работу, переделав суть и внешний вид всех этих локаций. Западные Балканы — потрясающие DLC. Команде разработчиков в очередной раз удалось превзойти самих себя. Каждая из 8 стран имеет свою собственную атмосферу и отражает свой уникальный характер. Как это бывает в реальной жизни, особое внимание следует уделить потрясающим деталям дорог, и особенно городов. Столица Албании надолго останется в моем сердце, и я буду возвращаться туда снова и снова. Прибрежные города мгновенно погрузят вас в атмосферу расслабления и досуга. Для тех, кто любит сложные парковки, есть пару мест, где вам нужно продемонстрировать весь свой ранее накопленный опыт. Одним словом, Балканы — моя любовь. Будь то виды на море с магистрали в Хорватии, извилистые дороги в Черногории или знакомство с такими дорогами, как Тирана и Сараево, всегда было на то, чтобы посмотреть. Мне действительно понравилось исследовать различные секретные дороги, где во многих местах ездить с полуприцепом было настолько настоящим испытанием. Мое самое любимое место — дорога к складу Крона-Драва, к северу от Никчича в Черногории. Это место может показаться обычным на карте, но от поездки сюда у меня буквально перехватило дыхание. Извилистая дорога с видом на горы. Вдоль дороги течет река. При таком виде трудно следовать за дорогой и наслаждаться каждым моментом знакомства. С новым дополнением Best of Balkans благодарим SoftSware за возможность знакомиться с этим новым контентом в рамках раннего доступа. Западные Балканы — это дополнение, которое вы должны приобрести без колебаний. Для нашего сообщества поездка по Сербии, страна происхождения нашей команды, была захватывающим моментом. Нам очень понравилось фотографировать на Цветном мосту в Белграде. Вы также найдете несколько действительно сложных скрытых дорог и несколько других удивительных мест между горами и морем. Некоторые из небольших заправочных станций идеально подходят для того, чтобы расслабиться и сделать несколько фотографий для своего альбома. Мне было весело играть в одиночку, доставляя тяжелые грузы по сложным дорогам с 2 пилотами-водителями, помогающими мне. Спасибо SoftSware за включение меня в ранний доступ. Мне понравилось делиться этим новым контентом со своим сообществом. И, наконец, мы хотим выразить наше искреннее восхищение коллективной помощью Best of Covers. Чтобы отпраздновать выход DLC, мы инициировали мероприятие World of Trucks с целью сообщества проехать
300 миллионов километров, доставляя груз в любой город Западных Балкан или из DLC Road to Galaxy. Удивительно, но вы произошли эту цель менее чем за 2 недели. Слава! Просто мягкое напоминание, у вас еще есть время до 19 декабря в 23:59 по европейскому времени, чтобы получить свою личную награду, подробно описанные в специальном сообществе в блоге. Сообщение в блоге. Ссылочка на это сообщение находится в описании данного видеоролика. В заключение мы хотим еще раз выразить нашу благодарность за общую обратную связь и низкую поклонность монументальной поддержки. Наши разработчики выкладывают свою страсть в игровой дизайне и наблюдают, как он находится отклик в таких невероятных отзывах. Поистине обнадеживает. Огромное вам всем спасибо. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов, моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент. Нет места лучше Канзаса, и то же самое звучит в American Truck Simulator. Отметьте свои на календаре и приготовьтесь отправиться в путешествие по виртуальным дорогам, потому что рада объявить об этом. Дополнение Канзас для American Truck Simulator выйдет 30 ноября 2023 года. Ура, товарищи! Мы также взволнованы, как и вы, и чтобы вы оставались в восторге, мы опубликуем официальный трейлер Kansas DLC на нашем официальном канале YouTube. Этот трейлер позволит вам взглянуть на замечательные пейзажи, исторические города, уникальные достопримечательности и местную промышленность, которая ждет вас в этом дополнении к карте. Посмотрите на это ниже. Ссылочка на данный видеоролик в правом верху экрана. Мы не можем дождаться, когда вы совершите свое первое путешествие по штату Подсолнух. Наша команда усердно работает над тем, чтобы после выпуска все прошло гладко. Наша цель — предоставить вам потрясающий опыт виртуальных грузоперевозок, и мы стремимся к тому, чтобы это произошло. От больших и малых городов до разнообразных сельскохозяйственных предприятий по всему региону в Канзасе за каждым углом можно найти что-то новое. Обязательно следите за любыми обзорными точками и достопримечательностями по пути. Не терпится познакомиться с этим новым штатом США, тогда обязательно добавьте Канзас в свой список пожеланий Steam, чтобы получить уведомление сразу после выхода 30 ноября. Мы хотели бы поблагодарить вас, наше лучшее сообщество, за вашу постоянную поддержку в период разработки дополнений Канзас. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Канзасе в самом ближайшее время. Ссылочка на данный DLC находится в описании данного видеоролика. Мы рады сообщить, что в этом году на выставке растворные вещества в Лионе, Франции, мы будем сотрудничать с DAF Trucks. Присоединяйтесь к нам на стенде DAF, где мы продемонстрируем наше ультрасовременное сиденье 4D Motion. Но это еще не все. Приготовьтесь к эксклюзивному опыту, поскольку у нас будет демо-версия Euro Truck Simulator 2 на нашем 4D Motion Seat, с чем совершенно новым будете в числе первых, кто видит и опробует это. Это необычная выставка, это сердцебиение инноваций в транспортной отрасли. На этой международной выставке демонстрируются современные технологии, экологически безопасные решения и последние их тенденции в области автомобильного городского транспорта. От больших грузных автомобилей до электромобилей. Именно в компании будущего транспорта находится в центре внимания объединение лидеров отрасли, экспертов, энтузиастов для внедрения инноваций в секторе. У нас четкая миссия показать, что наши игры — это явление, которое транспортная индустрия не должна упустить из виду. Мы также содержим множество фотографий, деталей автомобилей для дальнейшего использования. И, что наиболее важно, проведем встречи с многочисленными представителями ведущих брендов автомобильных промышленности. Мы также собираемся запустить специальный эпизод Association Road во время выставки, чтобы заглянуть за кулисами мероприятия. Это событие, которое вы не захотите пропустить, поэтому отметьте свои календари и обязательно загляните на стенд DAF, чтобы испытать наше великолепное кресло 4D Motion и получить предоставление об эксклюзивной демо-версии TS2. Забываем проверить наши профили в социальных сетях, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok и подписываться на них, чтобы оставаться в курсе последних новостей. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данного
члены группы, в том числе я лично, вас радуют разными халявами. Ну что, дорогие друзья, вот такие новости на этой неделе получилось. С вами был, как всегда, я, Михаил, с канала Пайкамейкер. Не забывайте, надеюсь, сейчас с меня на экране лайк, колокольчики и подписка на канал. Всем пока.